Смотря фильм, меньше всего хочется думать о том, что его создатели считают вас глупым. И хотя большинство кинематографистов уважает свою аудиторию, иногда встречаются настолько бессмысленные фильмы, что бывает сложно логически обосновать их существование. Обычно это картина с абсолютно неправдоподобным сюжетом, который авторы пытаются выдать за реалистичный, наивно полагая, что зрители ничего не заметят. Бывает, что проблема в самих персонажах, настолько плоские шаблоны, что в них невозможно верить. Важно отметить, что речь идет не об объективно плохих фильмах. Среди них есть и вполне успешные, с хорошими отзывами и своими фанатами, просто в них есть то, что многих зрителей неимоверно раздражает. В них также часто отсутствует и связь между создателем и зрителем, ведь для того, чтобы кино работало, нужно взаимопонимание, а когда оно нарушено, ничего хорошего ждать не приходится. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 5 фильмов, которые явно недооценивают интеллект своих зрителей. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Знамение». Фантастический триллер 2009 года вызвал неоднозначную реакцию. Несколько известных кинокритиков остались в полнейшем восторге и практически признавались ему в любви, а вот большинство зрителей фильм, мягко говоря, не зацепил. Главную роль исполнил Николас Кейдж. Он играет астрофизика, чей сын обнаруживает в школе странный документ. Оказывается, зашифрованные в нем числа предсказывают различные катастрофы. Герой Кейджа расшифровывает послание и понимает, что планете грозит гибель, и решает во что бы то ни стало спасти свою семью. Идея, в общем-то, хороша, но реализация во многом подкачала. Выясняется, что загадочные числа – дело рук инопланетян, которые решили устроить на Земле кастинг на выживание. В конце фильма мы узнаем, что покинуть планету могут только дети, которые услышали зов пришельцев. И возникает логичный вопрос: а зачем вообще нужны были все эти числа, предсказания и знамения? Слушай себе шепот, и дело с концом. В довершение ко всему, событие, которое должно уничтожить Землю, мощная солнечная вспышка, с научной точки зрения выглядит немного неправдоподобно. Из-за этого фильм во многом лишается атмосферы напряжения и обреченности. Впрочем, несмотря на все недостатки, сцена с падением самолета действительно потрясает. Прометей. Тот случай, когда про недостатки можно говорить почти бесконечно. Группа ученых отправляется в экспедицию, чтобы раскрыть тайну происхождения человечества. Какая же правда их ждет? Единственная и ужасная, все они умом не блещут. Действие фильма Ридли Скотта «Прометей», своеобразного приквела к «Чужому», разворачивается на загадочной планете, куда и прибывает экипаж корабля «Прометей». Но Миропас, Идрис Эльба, Шарлиз Терон и Майкл Фассбендер исследуют неизведанный мир, умудряясь совершать при этом одну глупость за другой. Например, сразу после приземления все члены команды, недолго думая, снимают шлемы, и даже если они были бы уверены, что воздух на планете пригоден для дыхания, это все равно тупейшая ошибка для ученых, ведь их организм абсолютно не защищен от возможных вирусов, бактерий и других опасностей. Персонажи, в общем-то, бесцельно бродят по планете, постоянно теряют друг друга из виду, а богач, который финансирует экспедицию, кажется, вообще не понимает, что происходит, и ведет себя так, будто все идет по плану. Неизвестное существо, плавающее в кислотной нефти и похожее на земную кобру, суну-ка я лицо и руки поближе. В общем, Прометей — это целая коллекция сюжетных дыр и нелогичных поступков, которые не останутся незамеченными для внимательного зрителя. Красивый фильм? Да. Глупый? Еще бы. Элизиум. Рай не на земле. Нил Бломкамп ворвался в мир большого кино с ярким и неординарным районом номер 9, в котором острые социальные проблемы были ловко завернуты в обертку захватывающего научно-фантастического боевика. Рецепт успеха был найден, и в Элизиуме Бломкамп решил использовать его вновь, но что-то пошло не так. В районе номер 9 социальный подтекст был тонко и изящно вплетен в повествование. В Элизиуме же он, словно не доверяя интеллекту зрителей, снова и снова тычет их носом в очевидные вещи. Бедняки волочат жалкое существование на разрушенной земле, богачи наслаждаются жизнью на роскошной космической станции, а Джоди Фостер в образе Железной Леди стоит на страже хрупкого мира, оберегая его от посягательств низших слоев населения. Все это выглядит, слишком прямолинейно и навязчиво, а концовка и вовсе разочаровывает. Бломкамп подбрасывает в сторону всякую тонкость и выдает стандартный голливудский финал. Проблемы решаются просто сами собой. Да, в фильме есть место для социально-политической сатиры, но зачем же так настойчиво разжевывать зрителю очевидные вещи? Кстати, мне действительно нравится этот фильм. Как футуристический боевик он крайне хорош. Люси. Весь фантастический боевик Люка Бессона построен на утверждении, что человек использует лишь 10% своего мозга. Почему? Да потому что именно знаменитый Морган Фриман авторитетно вещает о таких возможностях подсознания. Проблема в том, что это утверждение не более чем миф, который уже давным-давно развенчан учеными. Исследования показали, что люди используют весь свой мозг, просто не все его отделы работают одновременно. Более того, доказано, что во время выполнения самой сложной задачи мозг, как орган, может задействовать лишь до 35% своих возможностей.
возможностей, что делает сюжет Люси еще более неправдоподобным. Конечно, от того, что Скарлетт Йоханссон в роли Люси мастерски расправляется с противниками и превращается в нечто непонятное, достигнув заветных 100, фильм становится только еще более зрелищным. Откровенно говоря, зрелищность и изобретательность — его главные искупляющие качества. В этом плане режиссер даже превзошел себя, однако Люку Бессону все же стоило провести немного большую работу, прежде чем строить весь сюжет на утверждении, в которое большинство зрителей уже давно не верит. Превосходство. Известный оператор Кристофера Нолана Уолли Фистер снял всего один фильм в качестве режиссера — фантастический триллер «Превосходство». После провала картины в прокате он, кажется, решил завязать с режиссурой, и сложно его осуждать. «Превосходство» сейчас кажется даже актуальным, учитывая бурное развитие нейросетей, однако этот факт не делает просмотр фильма более интересным. Итак, после покушения герой Джонни Деппа переносит свое сознание в компьютер и получает неограниченные возможности. Казалось бы, вот она, пища для размышлений об опасностях искусственного интеллекта, но нет, ведь фильм превращается в парад клише и штампов. Цифровая версия Деппа, словно не желая пугать зрителя раньше времени, сохраняет абсолютно непроницаемое выражение лица, при этом постоянно объясняя, зачем же он творит зло. Остальные персонажи то и дело напоминают, что компьютер — это плохо, будто без этих ценных указаний зритель не поймет ничего сам. Кстати, если вы сейчас за компьютером, не забудьте чуток размяться и сделать гимнастику для глаз. Берегите себя. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем. Пока.